Теперь я буду вязать клюв. Взяла нитку желтого цвета, это желток. Оставьте конец нитки сантиметров 20-25, чтобы можно было клюв сшить. Набираем 3 столбика без накида. Один. Чтобы не было отверстия, я второй столбик не в центр набираю, а вот за эту петлю, вот здесь, между двух ниток. 2. А третий столбик опять в центр. 3. Значит, в первом ряду 3 столбика без накида. И теперь кольцо стягиваем. Второй ряд. 1 воздушная. Это столбик без накида. Поворачиваемся. И теперь провязываем 2 прибавки. Причем я прибавки не вяжу за всю петлю, потому что здесь будет отверстие. А вы уже думаете, решайте, как вязать вам. Я 1 столбик за заднюю полупетлю провязываю, а второй столбик за переднюю полупетлю. Одна прибавка. За заднюю полупетлю. И за переднюю полупетлю. Значит, во втором ряду 5 столбиков без накида. Кстати, я перешла на крючок 2,5. Третий ряд. Воздушная петля, столбик без накида. 2 раза прибавка, столбик без накида. Прибавка за заднюю полупетлю и за переднюю полупетлю. И столбик без накида. 1 раз. И опять прибавка. И под последнюю петлю, за всю петлю беру столбик без накида. В третьем ряду 7 столбиков без накида. Четвертый ряд. 1 воздушная, 1 столбик. Всего провязать 7 столбиков. Значит, 1, 2, 6, 7. Пятый ряд. 2 столбика без накида. Это будет 1, 2. Далее 2 раза прибавка, столбик без накида. Прибавка. Столбик без накида. 1 раз. И опять прибавка.
столбик без накида 2. И в конце ряда столбик без накида. В этом ряду 9 столбиков без накида. Шестой ряд. 2 столбика без накида. 1, 2. Далее прибавка. Столбик без накида 3 раза. Прибавка. Столбик без накида 1 раз. Прибавка. Столбик без накида 2 раза. Прибавка. Столбик без накида 3 раза. И в конце ряда столбик без накида. В этом ряду 12 столбиков без накида. Седьмой ряд. Столбик без накида. Дальше 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. 1, 2, прибавка. Один раз. Три раза. И в конце ряда 2 столбика. 1, 2. В этом ряду 15 столбиков без накида. Далее мы должны клюв сшить. Сюда вешаем маркер. А эту нитку, которая в самом начале я вам говорила оставить, берем иглу с тупым концом. И этот хвост от начала продеваем. Теперь сворачиваем. И начинаем сшивать. Заходим в петлю. И в ту же петлю, откуда вышла нитка, я ее до конца не затягиваю, чтобы мне было видно, куда вводить иглу. Теперь захожу в следующую петлю. И вот я вижу, из какой петли выходит нитка. И теперь только затягиваю. Опять оставляю петлю. Захожу в следующую. И в ту, откуда вышла нитка. И теперь затягиваю. После того, как сшили, нитку, которую сшивали, либо отрежьте, либо вставьте внутрь. И
Нитку от клубка тоже отрежьте, но оставьте для пришивания. Теперь беру наполнитель и наполняю. После того, как наполнили наполнителем клюв, расположите по центру сразу под глазами, накалите булавками и пришейте иголкой. Вот у нас хвост остался. Я буду пришивать вот такой фигурной иглой. Мне очень нравится работать с ней. Вы берите ту иглу, к которой привыкли вы. Теперь красной нитью я буду вязать гребешок. Значит, вот от конца клюва, вот отсюда, по этому ряду, по центру, набираем 23 столбика без накида. 1, 2. И так набираем 23 столбика без накида до клюва. Провязала я 23 столбика. И дальше 1 воздушная петля. Поворачиваемся. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь 3 раза нужно провязать полустолбик с накидом, затем столбик с накидом, в следующую петлю 3 столбика с накидом. Один, 2, 3. Далее столбик с накидом. Теперь полустолбик с накидом. И столбик без накида. Это 1 раз. 2 раз. Полустолбик с накидом. Далее столбик с накидом. В одну петлю 3 столбика с накидом. В следующую петлю столбик с накидом. Далее полустолбик.
И столбик без накида. Это уже 2 раза. И 3-й раз. И столбик без накида. Ну, вот такой гребешок у меня получился. Теперь нитку отрезаем и прячем. Теперь я беру нитку того же цвета, что вязала гребень, но я ее разделяю. Здесь 3 нитки. Я делю 2 и 1. И буду вязать в 2 нитки и крючком 2 миллиметра сережки. В кольцо набираем 6 столбиков. Захожу, как обычно, вот в эту вертикальную петлю. Устанавливаю маркерную нить. В первом ряду 6 столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок. Захожу за эту вертикальную петлю, соединяю и 1 воздушная. 1 столбик и в эту же петлю 2 столбик. Связали 1 прибавку. Под следующую полупетлю тоже 2 столбика. 1, 2. И так вяжем по кругу. И во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. 3-й ряд. 1 петлю пропускаю, захожу в следующую. Соединяю. И 1 воздушная. Почему я не вязала обычной ниткой, которая в 3 сложения? Потому что я связала и получилось очень грубо. 3-й, 4-й и 5-й ряд вяжем 12 столбиков без накида. В каждом ряду 1, 2, 3. И так вяжем 3 ряда без изменения. 1 петлю пропускаю, захожу в следующую. 2 столбика без накида. И убавка.
И так надо провязать всего 3 раза. Вот один раз провязали. И опять 2 столбика. Это 2 раза. Три раза. В этом ряду 9 столбиков. 7-й ряд. Петлю пропускаю. В следующую соединяю. И 1 воздушная. 7-й и 8-й ряды вяжем без изменения по 9 столбиков без накидов в каждом ряду. 1, 2, 9-й ряд. Петлю пропускаю, захожу в следующую. Столбик без накида. И убавка. Один раз. И еще 2 раза также провязать. И в этом ряду 6 столбиков без накида. 10-й ряд. Петлю пропустила в следующую. Шесть столбиков без накида. 1, 2. Когда свяжете одну сережку, оставьте нитку, небольшой кусочек, и отрежьте. У второй сережки нитку не отрезайте. Петлю пропускаем, заходим в эту. То есть мы их соединяем. Один. Два. Пять. Шесть. И теперь провязываем вторую. Чтобы у вас здесь не было отверстия, взять вот здесь одну петлю. Одну мы всегда пропускаем и заходим в следующую. И вот так соединяем. 1, 2, 3, 4, 5,
6. И этой ниткой пришиваем под клювом. Теперь я буду вязать крыло. Оставляем хвостик побольше, чтобы можно было потом пришить. И в кольцо вывязываем 12 столбиков с накидом. Петлю вытягиваю. Крючок перекручиваю. Захватываю и провязываю. 1. 2. 11. 12. Кстати, крыло я вяжу крючком 2,5 миллиметра. Стягиваем кольцо. Ставлю маркерную нить. И второй ряд вяжем 12 прибавок. Начинаем с первого столбика. Вот он у нас. Один. И сюда же второй. Одна прибавка. Под следующую петлю тоже 2 столбика с накидом. Третий ряд. 2 столбика без накида. Под следующую петлю полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, столбик с 2 накидами, и вот в следующую петлю поставьте маркер, потому что вы ее можете пропустить. Так, столбик с 2 накидами провязали. Теперь 2 столбика с накидом, и полустолбик с накидом. И теперь видна петля, которую вы не потеряете. Столбик без накида 1, столбик без накида 2. И опять в следующую петлю полустолбик с накидом, 2 столбика с 1 накидом, столбик с 2 накидами, два столбика с накидом,
и полустолбик с накидом. Вот видите, петля уходит. Вот надо в нее либо маркером отметить. Столбик без накида 1, столбик без накида 2. И еще 2 таких веера провяжите. Провязала я все 4 веера. И соединяем. Теперь нитку отрезаем и на обратной стороне закрепляем. Что хочу сказать по поводу этих вееров. Количество столбиков вы можете уменьшить при желании. Вот у меня в общей сложности 7. Вы можете провязать 5. И можете связать все одинаковой высоты. То есть только столбиками с накидом. Но это уже на ваше усмотрение. Теперь захожу с изнаночной стороны. Беру нить цвета тела. У меня коричневый цвет. Нахожу центральный столбик. То есть это столбик с 2 накидами. Так, прикрепляюсь и вывязываю 4 воздушные петли. Четыре. Так, находим здесь центральный. И соединяем. Опять 4 воздушные. Один, 2, 3, 4. И поворачиваемся на лицевую сторону. И точно так же я вяжу вот такие веера. Полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом 1, столбик с накидом 2 и полустолбик с накидом. То есть вяжу точно так же. Где мы прикреплялись, сюда соединительную петлю провязываем. И под следующую арку вяжем точно так же. Полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, столбик с 2 накидами, два столбика с накидом,
и полустолбик с накидом. Обвязала я последнюю арку соединительной петлей, соединяем. И нитку отрезаю. Следующий ярус. Я беру опять нить того же цвета. Точно так же прикрепляюсь к центральному столбику. Один, два, три, четыре. И опять к центральному столбику. Опять один, два, три, четыре. Вот. И точно так же делаю обвязку этих арок. Я уже показывать не буду. Теперь по поводу последнего яруса. Вы можете не вязать, если не хотите. Можете связать еще один такой лепесток. Можете связать таким же цветом, как тело. Но если я свяжу таким цветом, как тело, то у меня будет сливаться. Поэтому я решила последний ярус провязать таким же цветом, как и предыдущий. И тогда не будет сливаться с телом. Ну, вам решать. Можете провязать еще один таким же цветом. Можете вообще не вязать. Итак, я решила, что я провяжу еще один ярус таким же цветом. Теперь я буду вязать хвост. Вязать буду коричневой ниткой. Оставляю нитку для пришивания. И в кольцо набираю 8 столбиков без накида. 1, 8. Затягиваем кольцо. Ставлю маркерную нить. Теперь вот вертикальная петля. Захожу в нее. Вот так. То есть за заднюю полупетлю. Соединяю. И в эту же петлю, только уже спереди, провязываю 2 столбика без накида. То есть сделала прибавку. Это у нас одна прибавка. Под переднюю полупетлю вторая прибавка. И так по кругу нужно провязать всего 8 прибавок. И у вас должно получиться 16 столбиков без накида. Под петлю соединяем и практически точно так же, как вязали крыло, вяжем хвост. Сразу столбик без накида 1,
2. Под следующую петлю точно так же полустолбик с накидом, 2 столбика с накидом, столбик с 2 накидами, два столбика с накидом, и полустолбик с накидом. Вот петля у нас уходит. Вот ее не пропускайте. Опять 2 столбика без накида. И под следующую петлю вяжем точно такой же веер. Итак, вяжем, чтобы получилось 4 вот таких веера. Как я уже сказала, вяжу я хвост. 4 веера связала. Вы обратите внимание, вы можете связать не 4, а только 3. Потом 2 вот здесь. И потом 1. Потому что хвост у курицы небольшой, поэтому вы можете варьировать. И точно так же, как мы вязали крыло, заходим с изнаночной стороны, прикрепляем нить другого цвета, провязываем арки, поворачиваемся на лицо и арки обвязываем столбиками. Затем опять берем такую же нить, у вас получится уже 3 лепестка, потом 2 лепестка и потом 1. Ну, в принципе, точно так же, как вязали крыло, только у нас здесь центр будет поменьше. И также по этому принципу вяжем. Ну, такой хвост у меня получился. Прежде чем пришивать крылья, вот здесь у нас ряд петель. Вот они, смотрите. Вы либо обвяжите какими-то арками, каким-то узором, но начинать вязать надо сверху вниз. Иначе, если вы будете набирать с этой стороны, у вас обвязка получится вверх, вниз она не ляжет. Поэтому обвязывать нужно с этой стороны начинать, отсюда, и обвязывать по кругу, или как там вы придумаете. Но можно поступить по-другому. Вот у меня есть тесьма зигзаг, под золото и под серебро. Можно украсить любой тесьмой, которая у вас есть. Приколоть булавками. Можно здесь сделать бантик, кто умеет. Либо свернуть, либо завязать. Затем взять мононить и мононитью пришить. Только после того, как вы сделаете украшение, можно будет пришивать крылья. Если вы сделаете обвязку большую, значит крылья у вас опустятся. Вот, надо ориентироваться на украшение. Так, пришила я крылья и хвост. Значит, найдите центр. Вот я поставила булавку. И от центра 13 столбиков в одну сторону. И укладываем, чтобы
Вот до этого ряда дошло. И 13 столбиков в другую сторону. Я пришивала от центра этого лепестка по окружности и до этого центра. Здесь не пришила. Ну, дело, как говорится, хозяйское. Можно этот лепесток прикрепить. И хвост по центру, вниз 5 рядов. И прикрепляем этот лепесток. И устанавливаем хвост. Я его тоже пришила от коричневого до коричневого. Ну и чувствую, что-то не хватает. Решила пришить цветок для украшения. Ну вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.